Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами Наталья Ксенчак. Примерно полгода назад мне пришла заявка на одну очень интересную тему, прислал мне ее мой подписчик. Он просил сделать видео про самую, пожалуй, загадочную женщину Парижа. Я не знала до того, как мне указал на это имя подписчик. Кэтрин Баба. Что же это за баба такая, смотрите в этом видео. Кэтрин Баба – одна из самых модных женщин Парижа. Она знаменита своими невероятными нарядами, которые сочетают в себе стили 20-х, 30-х и голливудского шика. Несмотря на ее винтажный образ, в 2010 году одному журналу она призналась, что из старинного носит только меха. Подготавливая информацию к данному видео, я поняла, что это настолько загадочная женщина, что о ней настолько мало информации, что пришлось ее собирать буквально по крупицам среди немногочисленных интервью, переводить некоторую информацию о ней с англоязычных сайтов, но, кстати говоря, практически все эти источники уже давным-давно переведены на русский язык. Пожалуй, самую полную информацию о себе Кэтрин Баба рассказала в 2012 году журналу Dazed. Она родилась и выросла в Сиднее. Ее брат работал закройщиком в фирме по производству пляжной одежды. Кэтрин с детства любила ходить по блошиным рынкам и магазинам подержанных вещей. А тяга к моде у нее появилась после того, как в возрасте 2 лет она с семьей была в большом универмаге на юге Франции и увидела модный показ. После этого маленькая Кэтрин стала наряжаться и подражать моделям на подиуме. Она нарочно сказала, что родилась в 1936 году. Это была шутка, ведь по заверениям Бабы она никогда не была молода и вряд ли была подростком. В середине 90-х годов Кэтрин уехала в Париж, чтобы работать креативным консультантом в Унгаро, Живанши и Бальман. В 2011 году она была номинирована на премию «Сезар» за лучшие костюмы к фильму «Моя маленькая принцесса» режиссера Евы Ионеско. Кэтрин Баба отличается своим ярким, неординарным стилем, эклектичным достаточно, и ее легко узнать среди не просто обычной толпы прохожих, но даже среди толпы стилистов, которые зачастую одеваются как серые мышки. Работа в креативной сфере прежде всего подразумевает личный стиль творца. Это не 95% работы, это не математика и не космические науки. Первое полотно для нашей работы стилистов – это мы сами, и не нужно забывать этой работой наслаждаться. Отличительной чертой Кэтрин Баба является то, что она передвигается по городу на велосипеде и демонстрирует свои изящные, женственные и невероятно загадочные образы. Даже во время езды на этом транспорте она не снимает обувь на высоком каблуке от Ив Сен-Лорана. С тех пор, как я родилась, я носила каблуки, уверяет Кэтрин Баба. Ну, давайте узнаем, в чем именно выражается стиль этой удивительной женщины. Во-первых, конечно, вся ее деятельность, вся ее жизнь окутана ореолом загадочности. Как я уже сказала, о ней практически нет информации, несмотря на то, что у нее есть Инстаграм, у нее есть сайт, где она выкладывает свои работы. Также у нее есть такая речевая особенность, это замечают и те люди, которые ее интервьюируют, и люди, которые с ней работают. Они говорят, что она нарочно шутит со словами и практически к любому слову может добавить суффикс «изм». И также она виртуозно смешивает французский и английский язык, что, кстати говоря, я заметила, когда просматривала некоторые видеозаписи, которые существуют на ютубе с Кэтрин Баба. Тюрбаны, меха, мундштуки, тончайшие шпильки, очки на пол лица, шарфы на шее, цветочные узоры и обилие браслетов – вот характерные признаки ее стиля. Она помешана на винтажной одежде и визуальной эстетике 40-х годов, на ней килограммы бижутерии. На вопрос о том, как формировался ее стиль, Кэтрин Баба отвечает: «Я была рождена с чувством стиля, а его развитие было органичным процессом. Я всегда любила черно-белое кино 20-х годов, мифологию, поэзию и эклектику.
Кэтрин Баба не зря считается одной из самых стильных женщин Парижа и олицетворяет собой французский шик, ведь она настолько виртуозно смешивает, казалось бы, несочетаемые вещи и настолько виртуозно вписывает их в современность, что кроме как восхищения она не вызывает никаких других чувств. Конечно, кто-то может сказать, что это совершенно не повседневно, это нельзя носить, это ужасно, это кошмарно, как можно такую женщину называть стильной, но, как я уже много раз говорила, учитесь видеть прекрасное, учитесь понимать, что такое смешение – это очень сложная наука, этому действительно нужно либо долго учиться, либо обладать тончайшим вкусом. Мне действительно очень жаль, что информации об этой женщине крайне мало, и все, что остается делать, это рассматривать ее невероятно крутые образы, смотреть на то, как она невероятно сочетает предметы из различных эпох. Ну а я надеюсь, что вам понравилось это видео, что вы узнали для себя что-то новое, именно поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!